Алло? Эшли? Салли? Что-то случилось? У меня не было выбора. Что ты сделал? Что ты сделал? Салли, прошу тебя, не молчи. Просто скажи, что произошло. Я звоню в полицию. Нет. Только так я мог всех спасти. Это все культ. У меня не было выбора. Салли, ты болен. Тебе нужна помощь. Подожди, послушай ты меня. И вы хотите сказать, что все это сделал один подросток? Да, и его имя Сал Фишер. С ним ты и будешь работать. Перерезать все апартаменты. Я просто не понимаю. 5 этажей, много людей. Неужели никто не смог остановить одного юношу с ножом? Это же... Откин, ты психолог, а не детектив. Делай свою работу. А что это на его лице? Его протез. А под ним... Ну, сам увидишь. Устроил нам истерику, когда мы хотели его снять. Сдался, но лицо прячет. Парень явно не в ладах с головой. С нами он на разговор не идет совсем. Эта история все страннее и страннее. Значит, Сал Фишер. Верно? Сейчас, одну секунду. Сынок, ну почему ты такой грустный? Так-то лучше. Итак, как тебя зовут? Сал Фишер. А сколько тебе лет? 11. Сегодня у тебя важный день. Первый день в гитарном классе. Я вижу, как ты рад. Всю жизнь помню. В ней всегда играла какая-то музыка. Особенно громкая и яркая она была в детстве. Наверное, я даже могу сказать, что был очень счастлив. Ну что, как прошло? Это было очень круто. Пожалуйста, дорогой, береги свое лицо. Сейчас очень холодно. Хорошо, мам. И что опять с лицом? Я устал. В школе не так просто, да? Ну уже, иди сюда. Мам, что случилось, милый? Там собака. Можно мне ее погладить? Да. Только будь аккуратен и не отходи далеко. И вот так один случай изменил мою жизнь навсегда. Музыка перестала играть. Нет. 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 Как она? Моя жена Диана Фишер. Нам очень жаль, но мы ничего не смогли сделать. Я вам соболезную.
Доктор сказал, что завтра можно будет снимать швы. И какое-то время тебе придется носить протез, но как долго неизвестно. Узнаем завтра. Салли, ты вообще меня слышишь? Как жаль эту женщину. Что происходит? Да, вы правы. Hey. Hey. Мама! Почему? А почему вы спрашиваете, юноша? Неужели вы не знаете? Я не понимаю. Вы же знаете убийцу. Это был несчастный случай. Кто убийца? То? Так это же ты. Нет, я бы никогда никого не убил. Убийца. Это был просто кошмар. Кошмары. Ненавижу этот город. Тут так пасмурно. А это мальчик или девочка? И что это за маска? Хэллоуин вроде бы давно прошел. Да тихо ты. Это Фишер. Говорят, когда его нашли, на лице живого места не было. Эх, бедный мальчик. Мама погибла, пытаясь его спасти. О, я не знал. Что ж, пошли отсюда. Да, пошли. Привет, мам. Тебя с нами уже нет. Почти 3 года. И 2 из них я не доставал эту камеру. Честно говоря, я больше хотел забыть свою жизнь. Без тебя. А не запечатлять ее. Но совсем скоро я получу свой новый протез, и я тут вдруг понял, что даже этот тебе не показал. Хотя он твоего любимого цвета. И я вот решил... Тише, Сал, прошу. Я тут работаю. Папе тоже трудно. После смерти мамы отец часто начал срываться на мне. Будучи пьяным, он даже винил меня во всем, что случилось с мамой. А я же винил себя за то, что просто выжил. Людям, пережившим такую трагедию, свойственно винить себя. Салли, снимал ли ты еще что-то на эту камеру? Однажды папа сказал, что мы переезжаем в место под названием апартаменты Эдисона. Папа, ты радуешься переезду? Пап. Сочту молчание когда. Сегодня мы уезжаем в новый город и место, и... Сал, прошу. Давай просто послушаем музыку. Прости. Я скажу лишь только, что, может, раз уж новое место, то и жизнь получится начать с чистого листа. Так, что тут у нас? Дверь.
Еще дверь и... О боже, что это? А, просто дверь. Кактус Фрик. Ну, как и я. Пожалуй, для меня это стало первым местом в жизни, где я так легко начал заводить друзей. Спасибо, Тодд. Ты спас меня. Да, без проблем. Так что, в следующую пятницу опять? О, привет, Салли Крамсалли. Привет. А мы тут только что урок алгебры закончили с Эшли. Вы, кстати, знакомы? Думаю, что мы никогда... не встречались. Эй, я так много слышал о тебе. Обо мне. Обо мне. Мне? Только все самое хорошее, клянусь. Я Сал, но для друзей просто Салли. А я Эш. Рада, что мы наконец-то познакомились. А я Салли. Привет. О, господи, ты меня напугал. А, ты, видимо, новенький из 402. Да, мы только переехали с моим отцом. Меня зовут Сал. Очень приятно, Сал. Я Лиза. Вроде главной тут. Слежу, чтобы все было в порядке. О, ты знаешь что? А у меня есть сын. Он твоего возраста. Думаю, вы бы с ним подружились. Мы живем снизу. О, я бы зашел поздороваться. Супер. Его зовут Ларри, и он в подвале. Скажи только, что ты от меня. Привет. Вау, клевая маска. Это протез. Ой, бля, ты уж меня извини. Да ничего. Мне говорили вещи и похуже. Не хочу об этом. Тогда сменим тему. Я Ларри и живу тут в подвале со своей мамой. Я Сал, переехал сюда со своим отцом из Нью-Джерси. Тогда скажи мне, Сал, ты любишь хэви-метал? Да, но эту группу, честно, вижу впервые. Ох, Сал. А это смысловые фальсификации. Вроде бы у меня даже появился друг, и его зовут... О, ты там про меня говоришь? Ёб твою, Ларри! Всем привет, я Ларри! И я живу в подвале. Чел, верни камеру. Аккуратно с ней. Да спокойно ты. Это же просто камера. Какого хрена? В общем-то, в школе и неплохо вроде. А это Мейпл. Имя девчонки рядом я не помню, если честно. Но ходят слухи, что Мейпл нравится Пых. Чего? Наш Пых? Да ни за что. Чувак, ты очень плохого мнения о Пыхе. А это тот. Этот парень настоящий. Привет, Сал. А на фоне Трэвис. И этот парень настоящий осел. Тихо, вдруг он услышит. Да и плевать. А это Эш. Она такая крутая. Это совсем не сложно, Мейпл. Попробуй, возьми мою камеру. Вау, Эш. Я тоже всегда себе хотела камеру. Да, Мейпл запала на него, конечно. Да, у этого парня есть шансы только с нашей школьной колбасой. У них это вроде даже взаимно. Джонсон, а ты в курсе, что я тебя слышу? Ларри, пожалуйста, оставь мою камеру в покое. Отвечай. Салли любит снимать меня больше. Эшли, да ты просто глянь на меня. Да, конечно. Не будь так уверен, Эш. Ты у него вторая, после меня. Это ты второй. Ты вторая. Ребят, вы оба мне очень дороги. Нет, ты. Что вы думаете о еде в нашей школьной столовке? Это отвратительно. Да и на вкус как человечина. Откуда тебе знать, какая на вкус человечина? Интуиция. Ага, ты обиделся на меня и теперь домогаешься камеры Эш. Пока, Сал, я теперь с камерой Эш. О нет, два гениальных художника собрались для своего общего шедевра, и что же они... Ребята, да ну что вы творите?
Честно, не думал, что скажу это, но жизнь становится лучше. У меня появились друзья, я неплохо освоился в городе. Папа тоже работает уже, вот только пара моментов не дают мне покоя. Порой что-то мистическое и ненормальное случается вокруг. Привет, Салли Крамсалли. Впрочем, а кто сказал, что я нормальный? Ага. Призраки прямо в коридорах апартаментов. Странное местечко. И даже не это самое странное там. А что может быть еще страннее? Я даже не знаю, с чего начать. С самых первых дней моего переезда в апартаментах произошло убийство. Об этом мне рассказал Ларри. Мы обменялись рациями и говорили обо всем, что находили. Мне постоянно мерещился красноглазый демон. И во снах, и наяву. И оказалось, что не только я его видел. Тот сделал супергербой, и я находил аномальные места апартаментов. С его-то помощью я и смог установить связь с Меган, духом, которого я встретил случайно. Ларри мне сначала не верил, но зато он был уверен в том, что он проклят, и из-за этого его отец пропал. Правда, позже мы узнали, что проклятия не было. А еще позже мы узнали, что в нашей школе миссис Пакертон делала колбасу из людей. Со временем мы стали настоящей командой. Тот был головой, Эш смелый и отважный. Хотя не особо верила в призраков, зато она верила в нас. А Ларри, ему было не по себе с этого всего. И я его понимаю. Ведь чем дальше мы шли в историю апартаментов Эдисона, тем становилось страшнее. И о чем детальнее из этого мне вам рассказать? Салли, я хочу верить тебе, но твоя съемка утеряна. Мисс Кэмпбелл выступает против тебя, а Джонсон и Моррисон... В общем, ни одного свидетеля. Неправда. Любой бы из апартаментов мог бы подтвердить все странности этого места. Значит, ни одного живого свидетеля. Салли, ты неоднократно упомянул, что Ларри боялся призраков. И даже не верил тебе порой, но ты доверял ему? Ларри действительно не хотел слушать про привидений, только потом я понял, что все это была лишь защитная реакция. Однако, как бы сильно он не боялся, что бы мне ни грозило, он всегда был готов действовать. Да ну нафиг. Тест опять. Почему я вообще должен постоянно сдавать тесты и что-то там учить? Ну, потому что это типа то, что в школе все и делают. Блин, ну, видимо, ты прав. Конечно, прав. А я не согласен с Джонсоном. Я бы мог покорить любую женщину. Конечно, чел, я и не сомневаюсь. Однако со школьной колбасой у тебя реально особая химия. Твою мать, и ты туда же. Я вообще-то на концерт должен был идти, но химичка все испортила. Когда мне жить свою жизнь? Просто подготовься к тесту и живи свою жизнь спокойно. Чувак, ты мне мешаешь Ты ныть. только что назвал Эш чуваком? Разве? Да, только что.
Эй, вы, фрики! Особенно ты, голубой. Я тебе разве разрешал снимать себя для твоих влажных В ночей? мое понимание влажных ночей не входит рвота твоей мерзкой рожи, Трэвис. А ты к доктору давно ходил голову проверять? Трэвис, верни мне мою камеру. Слышь ты, чмошник, у тебя, видимо, мерзкая рожа, раз ты эту хрень носишь. Чтоб народ не пугать, да? Трэвис, отдай ему камеру и свали отсюда по-хорошему. Лучше послушай ее, клоун. Верни ему камеру, иначе я тебе сейчас так лицо разобью, что тебе никакой протез уже не поможет. Понял? Джонсон его грохнет. Пошли отсюда, чуваки. Гляну я, что ты в следующий раз сделаешь мне, хвостатый педик, когда твоей личной шавки не будет рядом. Никто не спасет тебя. Нет, Ларри, не надо. Народ, что вы творите? Вы чего? Дерьмо. Мам, я, если что, буду с Салли в комнате. Да, окей, только не шумите слишком сильно. Ну, я пошел. Стой, погоди. А почему это ты в капюшоне? Твою ж за ногу. Ты свое лицо вообще видел? Что случилось? Опять за кассету подрался? Зубов тебе передних мало было. Я жду объяснений. Мам, да там было по делу. Бля, да тот педик Трэвис совсем с катушек сошел. Его надо было отпинать. Как при матери своей выражаешься? Шел нах в свою комнату и думай о своем поведении. Вообще не понимаю, чего она так злится. Охереть, чел. Ну ты и панк. Да, пофиг. Подумаешь, на пару недель отстранили от занятий. Не мне судить, но лицо у тебя и вправду не очень сейчас. О, кстати, чувак. Сегодня черти 140 играют в локальном клубе одном. Прикольные чуваки. Ты хочешь со мной? Я так плох. Я такой грустный. Чувствую себя злом. Мне так плохо. Болючая боль. Это все во мне. Болючая боль в моей голове. Боль, 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 боль. Господь всемогущий. Это было так болезненно. Да. Я даже считал, сколько боли было в его песнях. Но на 306-м разе сбился. Я рад, что тебе было весело. Кстати, я вот тоже тяжелую музыку люблю. Я даже на гитаре хорошо играю. Да ну, правда? Класс, тоже всегда хотел. Сыграешь мне что-нибудь потом? Да, конечно. И спасибо, что заступился за меня сегодня. Чел, Трэвис моральный урод. Я бы не смог иначе. Эта камера — это все, что осталось у меня от мамы. Удивительный персонаж, этот Ларри. Бунтарь, который в то же время боялся всего, во что ты его втягивал. Противоречив, но вы явно стали близки. Да, мы стали очень близки с ним. Но я бы не назвал его бунтарем или трусом. Я бы в целом не смог описать его одним словом. Он многогранный и не переставал меня удивлять. А я снимать. Вау, Ларри, так красиво. О, это картина про меня. Ну, потому что это буквально я. Это картина про сломленность личности, сложности жизни, сломленность личности... Ну, типа вот. Вау. Если бы не протез, ты бы видел сейчас мою скупую слезу. Фу, чел, пацанам плакать не круто, бро. Зачем ты пришел? Нам надо поговорить. Нам не о чем говорить. Вернись к ней и любите друг друга до смерти. А моя жизнь обречена. Не вижу смысла больше. Она отвергла меня. Сказала, что любит тебя.
Да не может она любить меня. Да я люблю тебя! Почему она сразу не сказала, что любит его? А если бы уже не успела? Но в конце-то концов сказала же. Это главное, это счастливый конец. Салли, а меня полюбят? Чувак, уже. Я хочу свой счастливый конец. Чел, боже. Салли, дорогой, вот скажи, почему ты, я и супергербой уже час сидим в туалете? Чувак, тише. Ты спугнешь ее. Боже, Сал. Тихо. Привет, Салли Кромсалли. Ёбушки-воробушки. Так я смог доказать Ларри, что призраки существуют. Ларри? О, неужели это... Это что, я? Ща, пару сек. Так, что ты там спрашивал? Это ты меня пытался нарисовать? А что, не похож? Вообще не похож. Ну да, просто в жизни ты немного крупнее и порой напоминаешь мне черенок от лопаты. Это супергениальный авторский комплимент или мне стоит обидеться? Как знаешь, но я нахожу это милым. Наш сосед ненавидит траву во дворе, а другие соседи – его надменный взгляд. Этот город коллекционирует ненависть. А вот мой бро просто ненавидит призраков. Это шикарно, Салли, но я ведь их не ненавижу. Я их больше боюсь. Боже мой, что это было? Ларри, Ларри! Салли, Сал, тихо, тихо, я тут. Все хорошо. Кошмар опять. Понял. Мне вот тоже не спится. В шкафу разбирал вещи. Тоже тот еще кошмар. И как ты только справляешься с такими кошмарами? Хочешь, я могу прийти к тебе? Чувак, а ты сам написал ту песню? Да. Вау! Ты же закончишь ее? Не могу придумать концовку. Порой совсем не знаешь, чем все может закончиться, но я допишу. Чувак, ну научи ты уже и меня играть. Это необходимо моему рокерскому образу. Ты клево рисуешь. Пусть гитара останется моей фишкой. Ну и черт же ты. Да и в конце концов мы можем разбудить твою маму. Поздно уже. Это вряд ли. Она с твоим отцом тусит сегодня. В общем, да. Для нас с Ларри это было шоком, но даже наши родители нашли друг друга. И что ты думал о Лизе? Лиза добрая и проницательная женщина. И мой отец рядом с ней стал действительно счастливым. Снова. Знаете, я никогда не думал, что смогу снова улыбнуться, но... Одна женщина спасла мою жизнь. И вот же она, моя невеста, если вдруг кто не понял. Простите за этот жуткий тост, давайте выпьем. Да, давайте пить. Все было не так плохо, пап. Не ври мне, Сал.
Вы знаете, кто эта красотка? Это же моя мама. О, теперь-то я понял, в кого ты такой. Ты правда так думаешь? О, мой прекрасный сын, конечно. Да ты сам словно милая принцесса в этом образе. Помолчи, зайчик. После того колбасного инцидента в школе мне до сих пор трудно есть мясо. А мне ок. Что? Ты там что-то против бульонеза моей мамы имеешь? Ларри, Просто это же шедевр. драка за бульонезу. Такого на свадьбах я еще не встречал. Поверь, за нее я бы тебе реально вломил бы. Так, ну, я готова. Видал, Джонсон? Их женятся на колбасе. Чувак, ну ты серьезно? Это наш подарок вам. Спасибо огромное, тот. Да, спасибо, тот. А мне в целом, мол, я привык, что меня никто не обнимает. И тебе спасибо, Чак. Ларри, зацени. Чувак, ну ты только глянь. Какие же они счастливые. Да, ты прав. Знаешь, я вот в последнее время был в крайне плохом настроении. Жизнь как-то резко начала меняться. Но сейчас, смотря на счастливую маму, я увидел другую сторону этих перемен. Мы закончили школу, Эш поступила в художку. Ты тип вообще мой брат теперь. Черт. Да мы 3 года гоняли призраков по апартаментам, которых я, кстати, до усрачки боюсь. Жизнь не стоит на месте. Может, и нам пора сдвинуться. Ну, например, свалим куда-нибудь подальше, на юг. Научишь меня таки играть на гитаре и замутим свою метал-группу. Как же ты пытаешься меня уловить на эту гитару? Каждую ночь фантазирую. А мы теперь вообще-то братья. Не думал, что тебе настолько мой сегодняшний образ понравился. Эй, ты за кого меня там держишь? О чем ты там подумал? Ах ты ж, Салли Крамсали. Буду теперь звать тебя Салли Озабоченной. Вообще, то, что ты сказал, это круто, но Да, вот именно. Круто же. просто, может, как-то потом это все. Я как раз собирался тебе сказать, что тот мне предложил к ним перебраться с Нилом, чтобы нам вместе углубиться в изучение аномалий апартаментов. Я хотел тебя позвать к нам. Ребята за. И мы сможем наконец-то узнать все тайны этого места. Ведь это то, чего мы хотели все эти годы. Конечно. Ведь это то, чего мы хотели все эти годы. Тогда я был одержим загадками Эдисона. Мы обнаружили культ и начали изучать, как сильно он влияет на город. Я боялся того, что может случиться, если мы ничего не сделаем. А Ларри пугали совсем другие вещи, о которых я даже не догадывался. Да кто там, блин? Открыто. Ларри, Ларри, где ты был? Тебя не было ни на одной из наших последних вылазок с Тодом. Да выключи ты! Чувак, мы не виделись с самой свадьбы. Тебя не было ни на одной из наших вылазок. Что происходит? Почему ты не пришел? Почему? Ну, я просто не захотел. Я устал, Салли. От чего? От всего этого. Может, ты и не заметил.
Хотя ты вообще ничего не замечаешь в последнее время вокруг. Но я не сплю, не ем. Мне страшно. Я боюсь призраков. Они одержимы ими. Одержим? А лучше мне забить на все эти убийства культа? Забыть это или что? Просто жить дальше? С чего ты решил, что тебе суждено спасать этот мир? Да что с тобой не так? Я не понимаю тебя. Что со мной не так? Я просто скучаю по временам, когда мы слушали музыку, ходили в школу, где мы просто жили. Я не хочу провести всю свою жизнь в этих апартаментах. Я хочу идти вперед. Ты просишь меня просто забить? Я тебя услышал. Не бери на себя ответственность за все. Что? Так ты мне тогда сказал. Я тогда узнал, что проклятия нет. И я решил, что мой отец просто ушел. И нет тут никакой мистики. И ты сказал эту фразу. Я запомнил. Да, я сказал это, но я говорил об ответственности за все. Хорошо, если тебе плевать на судьбу других, я понял, но забить на тайну пропажи своего отца, сделать вид, что так и должно быть, словно все так просто. Тебе словно проще верить, что он сам ушел и бросил тебя, чем искать правду. Это ты так видишь. Прости, Ларри, я, наверное, перегнул. Нет уж, я понял. Вот как ты меня видишь, да? Что мне похер. Что раз я не говорю об этом без остановки, как ты, мне плевать. До дня не было, чтобы я не вспоминал своего отца. Я просто пытаюсь видеть что-то хорошее. Типа учиться жить в новых реалиях, а ты снова и снова меня затягиваешь в этот мрак. Тебе просто вообще плевать на то, что я чувствую. Я же для тебя это делаю. Я хочу для тебя правды. А, не ври. Это ты хочешь этой правды. А я просто хочу уже забыть это все как страшный сон и хоть иногда нормально спать. Если хочешь все это продолжать, и я тебе нужен лишь для этого, то просто оставь меня. Дальше там я тебе уже не нужен. Да, ты прав. Ты мне не нужен больше тут. И прости за это все. Черт! Это последнее, что я снял. Свадьба. Салли, почему на прошлой неделе ты соврал мне и сказал, что вы потеряли друг друга после школы? Частично так и было. Помните, однажды вы спросили меня, насколько сильно я доверяю Ларри? Так вот ответ. Я могу доверить ему всю свою жизнь. Однажды он увидел мое лицо без протеза. Это произошло случайно, но, на мое удивление, он не отвернулся от меня, даже наоборот. Посмотрел на меня и поддержал. Я не хотел, Боже, прости меня. Не смотри. Чувак, да не переживай ты так за мой нос. Он по-прежнему такой же уродский. О, это твое ведь, да? С того момента я никогда не сомневался в Ларри. Я даже не заметил, как моя жизнь вернула себе былые краски и музыку, когда однажды я спустился к нему в подвал. А потом я нашел предсмертную записку от него, и музыка стихла вновь. Уже навсегда.
Сэл, я понимаю, что все это будет трудно понять. Прости. Пожалуйста, не вини себя и не держи на меня зла. Ларри, что ты наделал? Возьми трубку, возьми трубку, возьми трубку. Возьми, возьми, возьми. Мне очень повезло, что ты появился в моей жизни. О большем я и просить не мог, чувак. Я знаю, что ты будешь вершить великие дела. Не останавливайся. Продолжай бороться с тьмой. Она приближается. Я слышу ее шепот у себя в голове. Он становится громче. Я хочу, чтобы это все закончилось. Больше не могу терпеть. Ты гораздо сильнее меня. Я люблю тебя, Салли Крамсалли. Всегда буду любить. Увидимся на другой стороне. Ларри. Тогда внутри меня все замолчало. Умерло. Была полная тишина и только один вопрос, но почему? Неужели он просто оставил меня, зная, как он мне нужен? Или я был сам виноват? Может, это была моя вина? Эй, Салли, ты там нашел что-нибудь? Нам нужен супергерой. Да, минуту. Супергерой доживает свои последние мгновения, но с поиском аномалий все еще хорош. Как по мне, единственная аномалия, почему ты так легко одет зимой. Чел, тут что-то явно творится. Что-то случится совсем скоро и что-то очень страшное. Страшно? Ты отморозишь задницу. Чувак, я не твоя жена, парься так о заднице. И да, ты был прав, Салли. В этом месте реально что-то есть. Боже мой, Салли, ты в порядке? Простите, мне надо побыть одному. Ему так хреново. Да, с тех пор, как Ларри... Он словно сам умер. Суицид Ларри сломал тебя. Твой любимый человек вновь тебя покинул. Ты впал в глубокую депрессию из-за чувства вины, ведь ваш последний разговор был не самым приятным. В состоянии аффекта ты взял и перерезал всех жителей апартаментов Эдисона. Да. Это могла быть идеальная история о сумасшедшем подростке, убившем всех своих соседей, друзей и родителей. Вот только все было не так просто. И это был далеко не последний наш разговор. Блин, да где же она? Где же? Я знал. Блин, я реально забыл ее в домике на дереве.
Ну ладно, прогуляемся. Салли? Что ты делаешь тут? Ларри, наверное, сказать прости это будет банально, но правда. Мне так жаль. Ларри, я вел себя как полнейший кретин и наговорил тебе столько гадостей. После моих слов мне даже стыдно называться твоим другом. Все, что ты сказал, это правда. Меня охватило безумие в погоне за ответами. Я тоже не сплю, не ем. Мои кошмары становятся ярче и страшнее. Я уже не понимаю, где правда, а где мои галлюцинации. Я даже не заметил, что тебе так же плохо, но по другим причинам. Из-за меня. Все, что ты сказал тогда на свадьбе, это чудесно. Я уже не могу рассчитывать, что ты захочешь вновь видеть меня в своем будущем, но я бы так хотел научить тебя играть на гитаре. И помочь твоему рокерскому образу. Это самая трогательная реклама твоих услуг преподавания в моей жизни. Иди сюда. Все хорошо, все хорошо. Ты был тоже прав. Я решил забить. Я просто хочу отпустить прошлое и попробовать подумать о будущем. Быть счастливым, типа, все дела. Так ванильно, чувак. Черт, а ты сам плачешь у меня на плече. Я плачу чаще, чем ты думаешь, но протез скрывает мой тонкий внутренний мир. Хотел бы я чаще его видеть. Твой внутренний мир. Все, я не могу, хватит. Нет смысла уже плакать. Я иду собирать свои вещи. Ларри? Да, может, это и не так ужасно. Потусить с вами. Какое-то время. Но потом, Салли. Метал-группа. И уроки гитары. Ну хорошо, хорошо. Я уже сказал. Твою мать, Салли. Да мы сумасшедшие. Я знаю, чувак. И вот жизнь начала налаживаться вновь. В нее вернулся смысл. К нам даже приехала Эш. Не могу поверить. Эш, это ты? Я так скучала по тебе, Салли. Так сильно. Сильно скучала. Это правда ты? Что? Вау! Да. Мы съезжаемся с Ларри и пока что продолжаем свои поиски. Круто. Однако, хотя и в реальности кошмары временно меня оставили, в моих снах давать мне выдохнуть они не хотели. Ларри, я не знаю, я не понимаю, снится это или правда. Мне так страшно. Просто там... Ты... Прошу, не бросай меня. Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Я всегда буду с тобой. Нас ничего не разлучит. Никогда. Все хорошо, Салли. Я тут. Эй, Салли Крам Салли. Или как мы там раньше шутили. Ты опоздал. Прости. Последние вещи проверял в подвале. Да, Тодд, привет. Мы сейчас придем с вещами из апартаментов. Как же тут много воспоминаний.
Да, не верится, что я покидаю свой подвал. Кстати, помнишь, как я тут впервые увидел тебя без протеза? Как я мог забыть? А ко мне вчера Эш заходила. Вау! Надо потусить вместе. Как в старые добрые. Как в старые добрые. Ты ее тоже взял с собой? Конечно, как я мог ее оставить? Виновницу того, как однажды ты впервые увидел мое лицо. Да ладно, ты бы и так мне когда-нибудь доверился. Думаю, так и было бы, да. Помню, как только зашел знакомиться к одному челу, а он такой сразу: «Эй, ты, давай слэмить!» И показал эту кассету. Это что за придурок такой странный? Ты же убежал? Этот чел мне сразу понравился. Такой подход к началу общения мне нравится гораздо больше, чем ваши эти «кто ты такой?», «чем увлекаешься?», «привет?». О, супергербой. Тот обещает сделать из моей гитары что-то типа нового гербоя, но я буду скучать по этому малому. Да, ведь именно он все-таки и смог доказать мне, что призраки существуют. Ты точно здесь что-то видел? Да, клянусь. Это место очень странное. Тут что-то не то. Да ты однажды и свою маму за красноглазого демона ночью. Да, Сал, представляешь, кто-то боится на кухне тараканов, невкусного ужина, а я, блин, призраков. Вот такая вот у нас странная жизнь. Я там тебя подожду. Мне реально тут жутковато. И как бы я хотел, чтобы это был конец моей истории. Где мы с Ларри ничего не находили, а культ с концами пропал, как и все призраки. А мы бы просто уехали куда подальше. Но, увы, то, что было дальше, я уже рассказал. И в самом конце мне приснился самый страшный сон в моей жизни. Но это был не сон, а послание, предупреждение. И это было по-настоящему. Терренс Эдисон? Ты так много сделал для этого места, Салли. Ты удерживал тьму сколько мог. Ты искал истину до конца. Это место было обречено, как и все вокруг, но ты боролся как мог. То, чего не смог я. Ты боролся за мои грехи. Скажи, теперь все закончится? Я надеюсь. Скажи, что это конец. Прошу. Салли, ваши друзья и семья. Ты должен спасти их душу. Что ты хочешь сказать? Мы с Ларри изгнали тени из их душ. Они спасены. Есть только один способ их спасти. Нет. Там мои родители, друзья, Сода, дочь Пыха и Мейпл. Да, ей всего 4. Я не смогу. Нет, умоляю, не заставляй меня. Я люблю их всех. Только они у меня и остались. Это больно, Салли. Но, увы, он прав. Если ты любишь их, значит, у тебя есть хороший способ доказать свою любовь. Спаси их. Мы часто говорили с Ларри, и он правда был счастлив. Он планировал новую жизнь, где мы начнем сначала. И я готов был его поддержать. Ларри не накладывал на себя руки, доктор. И когда-нибудь он сам мне это объяснит. Я уверен, что там все не так просто. Так же, как и то, что кто-то или что-то не хочет, чтобы я покидал апартаменты. Я явно как-то связан с этим местом. И вы правы. Я действительно всех взял и убил. Всех жителей апартаментов.
но не в состоянии аффекта. Я четко знал, что делаю. Что только так я всех спасу. Я уверен, что кто-то все-таки поверит и продолжит то, что мы начали. И может, все вокруг не обречено. А вам, доктор, если хотите проверить мои слова, нужно отправиться в домик на дереве Ларри. А меня вряд ли уже можно спасти. Скорее всего, через неделю меня казнят. Но на этом ничего не закончится.